Добрый день, наши огородники и садоводы. Сегодня поговорим о том, как сделать печь для обогрева теплицы. Мы исследовали многие видеоролики пользователей YouTube и на его просторах отобрали самые лучшие самоделки. Вариант обогрева теплицы самодельной печью представил один из самоделкиных. Самодельная печь сделана из бочки, труб и смекалки. Небольшая вареная печь с загрузочным отсеком и поддувалом. Для большей теплоотдачи труба удлинена и входит в 100-литровую бочку. Внутри печи наварены трубы, сквозь которые продувается воздух и наполняет теплицу теплом. Устройство непростое, но и не сильно сложное. Второй способ сделать печь. Используя железную бочку советского производства. Автор этого видео вырезал поддувало и основную дверку в торце бочки и уложил золотники. Уложив бочку на бок, он проложил по периметру теплицы трубу. Такая печь, конечно, будет работать, но тяга будет очень мала и печь будет еле тянуть. Амурский огород против такого способа. Еще один кулибин сделал печь для теплицы на бензине. Смотрите, с одной стороны опасный, но насколько эффективный и интересный способ отапливать теплицу зимой. Сделав нехитрую конструкцию из труб и металла, автор ролика вместо дров и прочего бензина заливает небольшое количество топлива в печь, садовод греет ее за короткий срок. Для лучшей горимости в трубе печи проделаны маленькие отверстия. Честно говоря, такая печь не очень безопасна и без присмотра оставлять ее не стоит. Самый практичный и экономный вариант печи представил украинский блогер «Печь на опилках». Сделав нехитрую печь с вертикальной загрузкой топлива, он демонстрирует нам, как ей пользоваться. Как видим, схема проста, бочка, в которую вставлена труба и накрыта крышкой. Рядом труба-дымоход. Все банально как день. Как уверяет автор, греет такое приспособление на славу. Смотрите и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нам они нужны как воздух. Будем рады вашим комментариям.